Передать свой опыт и знания молодому поколению – святая обязанность каждого музыканта. Это высказывание великого скрипача Давида Ойстраха легло в основу создания замечательной в своем роде и единственной в мире мастерской скрипичного искусства. Вдохновленный примерами выдающихся музыкантов и деятелей искусства, Федор Белугин, артист и один из основателей квартета имени Давида Ойстраха, создал в 2018 году музыкальную мастерскую для воспитания и поддержки одаренных детей. Я помню еще детские свои воспоминания, когда папа с мамой сидели и думали, как бы им сделать, создать такую школу, которая являлась бы оазисом для детей. Поэтому эта идея, она была как-то еще рождена вместе со мной, видимо. Пожалуй, то, с чем можно действительно сравнить в истории, это было подобное, был такой пансион Зверева, знаменитый педагог, пианист, у которого был дом в Москве, и который периодически брал несколько талантливых студентов к себе на обучение, в числе которых самый знаменитый Сергей Васильевич Рахманинов. Помимо того, что они живут с нами и имеют практически ежедневные уроки, и они находятся в нашей такой большой музыкантской семье. Кроме этого, они практически все также имеют общее образование, которое тоже происходит здесь, онлайн. Сам принцип заключается в том, что у нас нет как таковой системы образования или обучения. Просто мы тратим часть своей жизни на каждого из них. Вот, например, самый взрослый ученик Матвей Блюмин. Он живет у нас в семье уже более 4 лет. И он уже как сын у нас. И, естественно, каждый день мы проживаем с ним свою жизнь, мы делимся своим опытом, мы занимаемся с ним, мы берем от него тоже что-то, что вместе мы растем вместе. Да? Остальные дети тоже, они живут именно вместе с нами. Мы тратим на каждого, мы тратим часть своей жизни. В этом принципиальное отличие от любой системы, скажем так. Мастерская скрипичного искусства объединяет скрипачей и открывает свои двери тем, кто предан искусству. Для каждого ученика наставники создают индивидуальный долгосрочный план по развитию и творческой реализации. На основании конкурсного решения наиболее талантливым воспитанникам предоставляется бесплатное проживание с полным или частичным пансионом, стипендии на бесплатное или льготное обучение, а также высококлассные инструменты, в том числе уникальные инструменты XVIII-XIX веков. Музыкальные наставники мастерской подчиняют все свои жизненные планы и свободное время, пространство и распорядок дня своим воспитанникам, развитию и выявлению у них индивидуальности. Как правило, день уже учебный, да, уроки начинаются в 10 утра. Планируется день накануне. Но поскольку мы все здесь находимся, да, то есть нету такого расписания понедельник, четверг и строго железная сетка. Вот. А поскольку ежедневно происходит занятие, поэтому все очень мобильные, и это самое главное наше дело. У нас дети занимаются общеобразовательными дисциплинами, и у нас тоже прекрасные учителя, которые, в общем-то, в этой нашей системе уже так приспособлены, что мы также с ними с вечера сговариваемся, что куда поставить, какие предметы, кто за кем. Как правило, по 1,5 часа я занимаюсь с каждым ежедневно, и думаю, сейчас вот это, наметил себе план, что ты сделаешь. Потом вдруг раз, что-то не выходит, не получается. Начинаешь, конечно, точить, начинаешь добивать. Нет, а как так? Смотришь, время уже приходится... Я не могу бросить, остановиться на полпути, что я не доделала. Мне нужно до конца доделать, чтобы понять, что все, ребенок понял, и мы какой-то момент технический вот с ним закрепили. Да? В основном, конечно, у всех, что самое удивительное, что все дети настолько мотивированы, что
не возникает вопроса. Если они почувствовали, что они не доработали в день что-то, не доделали, то уговорить невозможно. Что давайте, ну ладно, ребят, ну что там, завтра. Нет. Обязательно есть прогулка, обязательно. У нас здесь, слава богу, такие условия. Прекрасное футбольное поле есть, где, ну, оно, конечно, не настоящее футбольное, но для детского футбола вполне хватает. И дети, конечно, с огромным удовольствием, и педагоги тоже участвуют в этом действии. Такая атмосфера, что это просто музыкальная семья. Как в любой семье, родители знают, где, как срегулировать, да, где ребенка где-то поощрить или наоборот там, придержать, да, или где можно не заниматься, где не. Ну, в общем, вот так вот мы все это регулируем непосредственно, индивидуально с каждым. К большому сожалению, при огромном количестве музыкальных школ в нашей стране, ну и в Москве в частности, надо сказать, в последнее время большом желании родителей отдавать своих детей в музыкальные школы, дети попадают в ситуацию, когда педагог и, предположим, 10, 12, 15 учеников в классе. Это, конечно, не дает возможности, прежде всего, да, не дает возможности выходить на высший уровень музыкального мастерства. Здесь, в данном случае, в этой мастерской очень высокие цели для того, чтобы наша страна не потеряла в конкурентной борьбе свое былое величие и преимущество. В скрипичной школе, я говорю о скрипичной школе в частности. Сейчас очень много музыкантов наших покидает страну и уезжает, и продолжает обучение и в Америке, и в Европе, и в Германии, в частности, в Швейцарии. И, конечно, это жалко, потому что мы в данный момент, как это ни странно, при большом количестве музыкальных школ теряем, так сказать, вот эту нашу знаменитую русскую школу, которая является первой во всем мире, это правда, скрипичная. Мастерская — это такое целенаправленная работа по поводу возрождения и привлечения внимания к статусу русской скрипичной школы. Вот, собственно, все. Высшего эшелона. Опять же, мы говорим о высшем эшелоне. Потому что дети, ну, в общем, на сегодняшний момент, это, я считаю, элитные музыканты уже. Их уровень очень высокий. Понять, раскрыть и поддержать молодых музыкантов, дать возможность обрести свое лицо – одна из главных задач мастерской. Руководство стремится создавать все условия для гармоничного, как духовного, так и физического развития личности воспитанников. К обучению привлекаются самые лучшие специалисты мирового уровня. Ну, я достаточно давно закончил свое обучение в России, потому что я 20 лет последний жил в Германии. И, насколько я помню, у нас очень много внимания уделяется тому, чтобы технически очень хорошо подготовить каждого студента и музыканта. Но немножко мало уделяется времени тому, чтобы люди умели играть вместе, например, камерную музыку, как там квартет, квинтет, в оркестре. И поэтому у нас всегда направление идет в ту сторону, чтобы все стали хорошими солистами. Вот. Но из-за этого немножко у нас, может быть, в стране слабее уровень ансамблей и оркестров. В Европе же наоборот. Там всегда рассматривается музыкальное обучение как часть того, что ты обязательно когда-то будешь играть в ансамбле. Или ты станешь оркестрантом, или ты будешь играть в квартете, или ты будешь преподавать, то есть ты по-любому будешь частью общества, и поэтому иногда упускают какие-то технические, профессиональные моменты, которые не так важны. Но зато вот общение музыкальное, оно на более высоком уровне на Западе.
с самого детства мы думаем о том, как устроить их будущее. Важная часть нашей мастерской, кроме самого образовательного момента, как это все сделать, как научить, это, скажем так, 50% это продюсерская деятельность. Нужен конкретный продукт. То есть это прежде всего видеозаписи, это профессиональное портфолио, то есть фотографии, это биографические тоже сведения, какие-то важные участия в каких-то важных мероприятиях, информация об этих важных мероприятиях, которые уже состоялись. И это все шаг за шагом должно составлять ваш багаж. Мы занимаемся еще организацией концертно-гастрольной деятельности в Москве, в Петербурге, в других городах России, потом с нашими коллегами зарубежными тоже. У нас есть в разных странах свои партнеры, которые тоже нас поддерживают и занимаются организацией этих концертов. Вот. Люди просто ищут панацею в конкурсах. Вот с самого детства начинается один конкурс, второй потом вырастает. Потом 30 лет все конкурсы заканчиваются, и человек остается с чем? Он не знает, а к чему готовиться-то. Конкурсов нет. И оказывается, что ему особенно так и неинтересно заниматься музыкой просто для души. Потому что он любит. Он привык ставить себе цель и выигрывать. Все привыкли выигрывать. Но музыка — это не состязание, это не конкурс. Это реализация собственных чувств, эмоций. Это возможность иметь безграничную свободу в своем выборе, что ты хочешь делать, играть, что ты хочешь. Это самое большое счастье. Если оно еще приносит достаточный доход, считайте, что ваша жизнь намного счастливее, чем жизнь большинства людей на планете. Я здесь живу, и всегда, конечно, творческая атмосфера. Все время кто-то играет на скрипке, кто-то занимается, все время ты слышишь. Все приезжают разные музыканты, которые концертируют по всему миру. Конечно же, я хочу сказать, что это что-то удивительное. Такого сейчас очень мало, где вообще такое есть, да. Как исполнитель я должен доносить до людей то, что хотел передать композитор. И это, я думаю, должна быть у каждого исполнителя главная цель. Мне нравится то, что в этой школе я могу это почувствовать за всех, как бы все вот, кто здесь учится. Мне кажется, что для них это уже становится как какой-то такой дом номер 2. Здесь такая образовывается музыкальная семья. И в этой музыкальной семье мы не только упорно работаем, мы работаем. И дальше у нас как бы, такой бывает отдых, что мы там идем, может быть, на улицу, все вместе, и там, может быть, мячик там погоняем, покидаем. Да, и есть у меня хобби балет. Я занимаюсь скрипкой и балетом. Скрипкой, конечно, профессионально все, и балетом так профессионально. И это как бы мне очень нравится. Они так вместе совместимы, потому что когда ты чувствуешь музыку, ты чувствуешь также танец. Про эту школу мы узнали от нашего педагога, в которой мы в музыкальной школе учились, педагог по классу скрипки Татьяна Константиновна. Она нам рассказала, что есть такая школа, она знает педагогов этой школы. И она порекомендовала нам сюда приехать, посмотреть, прослушаться. И вот что мы сделали по ее совету, очень этому рады. В первую очередь ребенку очень понравилось. Полный контакт произошел с педагогами, и наш ребенок понравился им, и поэтому мы стали серьезно задуматься о том, чтобы приехать сюда учиться. Мы нисколько не жалеем об этом своем шаге, потому что я вижу очень большой прогресс в мастерстве ребенка. И, конечно, нам как бы сложновато, но это того стоит. Это замечательная школа, замечательные педагоги, и здесь ребенок действительно расцветает.
наша мастерская в том виде, в котором она есть, ну, может быть, в небольшом увеличении, она так и останется. Ну, может быть, там максимум 4-5 педагогов. Дальше потом наиболее талантливые и успешные, и активные выпускники захотят создать нечто подобное. Я так думаю, мне кажется, что это тот путь, который может быть в нашем случае. Воспитывать и поддерживать подрастающее поколение музыкантов, служить примером, давать людям возможность чаще приобщаться к разумному, доброму, вечному посредством высоких образцов исполнения классического репертуара, стараться обогащать и формировать гармонический внутренний мир людей, объединяя их независимо от национальной принадлежности и веры. Преподаватели мастерской скрипичного искусства верят, что тем, кто готов не скупясь делиться опытом с молодым поколением, будет дано счастье в жизни и в искусстве.